Привет! Здесь можно просмотреть ваши отношения в паре. Что будет дальше между вами? Мысли и чувства вашего партнера. Что он решил относительно вас. И также карты дадут вам совет, к чему приведут эти отношения, о которых вы спрашиваете. Расклад актуален в тот момент, когда вы нажали «Посмотреть». И здесь каждый получит подсказку, независимо от того, в каком состоянии сейчас ваши отношения. Замужем вы, либо встречаетесь, партнерство у вас есть, живете вместе. Даже будут подсказки даны от карт для тех, кто не имеет еще отношений. Если в проекции у Вселенной для вас счастливые отношения, все будет видно. А я пока ищу вашу карту, это карта госпожи, и карту господина, это ваши сигнификаторы. Какая карта перед вами и после вас, перед ним и после него покажет при диагностику. И уже, как вы видите, вышла карта мужчины, он вышел первый, так что он готов на связь. Вызов мужчины получится очень хороший, и мы четко узнаем, что он думает о вас, что он чувствует к вам. Оставайтесь на расклад, здесь все для вас. И вы вышли, тоже окружены замечательными картами. Расклад обещает быть прекрасный, интересный и глубокий. Карты всегда показывают глубоко. Особенно эти карты, Ленорман, это карты фей. Каждая карта активирована изнутри феей, то есть они имеют земную энергетику. А земная энергетика – это энергетика любви между мужчиной и женщиной. Смотрите, что между вами. Здесь просто все прояснилось сразу. Он смотрит на карту письмо, и это означает, что он выйдет с вами на связь. Я хочу сказать, что здесь без вариантов, но я обязательно озвучу ваш вариант в процессе расклада, так что смотрите весь расклад. Если он не выходит пока на связь, он выйдет на связь. Карта письмо, и он смотрит на нее, да, он к ней стремится. Так что ожидайте от него весточку после расклада. У вас сзади карта всадник, это еще раз подчеркивает карту письмо и ее активирует. А также ее дублирует, потому что всадник и письмо практически одна и та же энергетика. Это энергетика отношений, которые грядут, например, у тех, у кого нет еще отношений. Потому что всадник – это свидание. А также, если вы или поссорились, или ждете от него известия, или, может быть, он отъехал, он скоро приедет, всадник, да? Это свидание, это встреча. А письмо, значит, что даст о себе знать, скажет, что любит вас. Письмо – карта очень хорошая, это карта любовная. Особенно, когда она сочетается с картой сердца. Конечно, Ленорман не работают по одной карте, всегда в парах, в триадах, либо же в больших раскладах. Поэтому здесь будет большой расклад выложен. А мы видим, что со спины у мужчины сердце. Это означает, что он глубоко чувствует к вам чувство любви. Его любовь настоящая, его любовь глубокая. И он выбрал вас, вот уже видно по раскладу. Но еще не уходите, поскольку карты дадут подсказки. Они скажут, что у него вообще там в сердце. Да? Сердце карта говорит, что есть любовь. А конкретно, что именно в сердце, покажет полный расклад. А карта медведь, и вы на нее смотрите. Вот смотрите, какая предиагностика. Если вы грустите или вы поссорились, вообще нет никакого повода для грусти. Я понимаю вас. Я понимаю, что вы, может, обиделись на него или как-то обстоятельства у вас сложились неблагоприятно. Но что видно, что будет дальше, показывают эти карты. Посмотрите, разве у вас есть повод для грусти? Вы смотрите на карту медведь. А это значит, что мужчина к вам пылает страстью, вас любит, и он никогда вас не разлюбил. Если даже была ссора или недопонимание, но это лишь временно, так бывает у многих людей. Не бывает такого, чтобы люди подходили друг к другу как перчатки. Да, всегда есть какие-то трения. Во всяком случае, предиагностика колоссальная. Сердце, письмо объяснится в любви. Всадник – это встреча с кем? С медведем, со страстным мужчиной. Вот как все здорово. А я сейчас прошу у карт показать нам будущее ваших отношений, что будет дальше между вами. И объяснить те карты, которые вышли, потому что карты вышли колоссально хорошие. Ну а мы сейчас спросим, что будет дальше, какая перспектива. Переписка точно будет, встреча точно будет. Любовь у него горячая к вам, потому что сердце. Страсть есть, потому что медведь. И мужчина, который готов вас защитить. Медведь – это защитник, это мужчина, который готов взять ответственность и вас защитить. А что у него еще происходит, мы спросим, да? Что у вас еще происходит? Смотрите, с вашей стороны вышла карта коса.
Вам сейчас нужно получить какую-то информацию. Коса – это срочно. Срочно нужно что-то предпринять. Срочно нужно пойти на свидание. Потому что всадники коса, срочно пойти на свидание. Срочно одеться красиво, украсить собой мир, девочки, в любом возрасте. Украшаем собой мир. Понимаете? И ходим на свидание. Но я хочу спросить, что эта карта коса означает? Сейчас выложим еще одну карту дополнительную, а потом с его стороны еще тоже будет 2 карты. И мы хотим спросить, что карта коса означает? Что нужно срочно сделать? Ну вот, это дерево, это означает по роду, по судьбе, срочно встретиться с мужчиной по судьбе. У вас будет очень скорая встреча по судьбе, потому что коса – это скоро. Вот-вот на пороге, да? Встреча с человеком. Встреча с человеком, который вас очень любит. Там на косе карта бубен, а это означает деньги, это финансы, это денежный человек, это может быть коллега, может быть кто-то, кто преуспел в бизнесе, у вас будет срочно какая-то встреча. Всадники коса, встреча, и еще с медведем, может это какой-то босс, представительный мужчина, который вам по судьбе дерева. Ну спросим с его стороны, а что он хочет вам сказать сейчас? Да, мы вызываем мужчину и спрашиваем у него, что он хочет вам сказать. Ну, что он ласковый к вам, это карта Луна, женская карта, он нежно к вам относится. Такая хрупкая любовь, да, он очень нежно относится к женщине, он чувствует женщину, понимает. Это очень хорошо, кстати, мужчина, который чувствует женщину, часто нам кажется слабым, таким, знаете, может, женоподобным, но это неправда, он просто чувствует вас очень сильно. Луна – это встреча при Луне, и еще и Солнце, Луна и Солнце вместе, но это большая удача. Потому что когда выходит Луна и Солнце вместе, это 2 светила. Да? Это мужчина и женщина. Мужчина Солнце, женщина Луна. Но это чисто так схематически, да? В отношениях только работает это, в сексуальных Луна и Солнце вместе. И это четко говорит мне, что у вас будут сексуальные отношения, если еще нет этого. Он вас очень любит. Во-первых, успешный мужчина, сразу видно. Не только влюбленный в вас, но тоже успешный. Солнце – это успешный человек, у которого хорошо идет карьера, хорошо идут дела, который отвечает за свои поступки, организованный, дисциплинированный, такой, говорят у нас, upright person, то есть организованный мужчина, да, очень аккуратный, я бы сказала даже где-то, но сентиментальный, потому что Луна с его стороны, почему нет, сентиментальный мужчина – это тот, который умеет чувствовать. И, может быть, вы скажете, да, он действительно сентиментальный, и это вас раздражает в нем. Так бывает у нас, девочек, да, к сожалению, архетипично. Мы хотим видеть мужчин всегда твердыми, но еще это и сексуально, конечно, важно. И часто мы забываем, что всегда твердый мужчина бывает жестокий мужчина. Понимаете? Потому что когда человек постоянно твердый, и он не знает, что такое мягкость сердечная, мягкость характера, уступчивость, он со временем становится жесткий и жестокий. И если ваш мужчина жесткий и жестокий внешне, у него может быть внутри очень ранимая душа по карте Луна, но он ее боится проявить. Он боится, что вы не поймете, что посчитаете его слабым, каким-то неосознанным, либо же не мужским. И мы часто, девочки, сами это делаем, а еще хуже делают его мамочки, да, которые говорят, мужчина там не должен плакать, или все женщины хотят тебя использовать, смотри осторожно, там, не попадись в лапы то или другое. И эти мамочки таким образом настраивают своих сыновей на то, чтобы они к женщинам относились строго, предвзято, чтобы они ими управляли, чтобы они, ну, как бы как цаца сами были, да, и женщина им покорялась, там работала для них, служанка была в доме, и прислужница, зачем ему прислужница? Ему нужна жена-партнер, а еду можно и самому приготовить, и заказать. Теперь уже все так механизировано. Домашняя работа может распределяться между двумя. Если вы еще не живете, присмотритесь к мужчине, который понимает, что женская судьба теперь, она в 10 раз труднее, чем мужская, да? Присмотритесь к такому мужчине. И карта Луна и Солнце показывает, что этот мужчина, он прекрасный человек, он умеет быть такой, знаете, твердый, успешный, когда нужно по Солнцу, и он умеет быть ласковый, нежный
податливый, он умеет понимать женскую душу по Луне, когда это нужно. То есть, когда выходят карты Луна и Солнце рядом, это сбалансированный человек. Вам по судьбе такой человек, просто сразу скажу. У некоторых девочек совсем не такой мужчина, да, кто смотрит мои расклады. И очень часто мои расклады показывают в будущем вот такого очень приличного человека. А поскольку я показываю все карты крупным планом и не выборочно вам трактую их, а все трактую, буквально все. И без слов карты говорят, да, без слов. Сейчас спросим еще, что это все означает, да? Потому что если у вас, например, жестокий мужчина, а вышел здесь сбалансированный Солнце и Луна вместе, что это? Это будущий другой, что ли, человек? Сейчас мы посмотрим. Я возьму карту, которая ляжет между медведем и сердцем. Мы посмотрим, что такое вообще за личность. Это тот, которого вы знаете, или тот, который еще вам будет только знаком в будущем, да? Сейчас спросим. Карты всегда на все вопросы отвечают. На некоторые вопросы отвечают моим языком, когда я говорю, а на некоторые без слов. Здесь карта птицы или разговоры, контакты. Смотрите, у всех проиграется по-разному. У многих девочек проиграется, что ваш мужчина, он пойдет на контакт. Теперь тот, о котором вы спрашиваете. Его просто нужно представить сейчас, и с ним получится откровенный разговор. Потому что птицы – это разговор с мужчиной. Вот представить себе его возраст, его глаза, его губы, его речь, голос. Да, голос и глаза – это самое главное. То есть как будто наяву. Представьте его как будто наяву вашего мужчины, и с ним получится разговор. Вот смотрите, если он проявляется, до сих пор проявлялся как агрессивный мужчина, если это ваша ситуация, потому что все-таки карта Солнца, она может показывать на агрессивного мужчину, если она сама по себе. Но здесь карта Солнца из 4 состоит. Письмо, Солнце, Луна и Сердце. Я не вижу агрессии. Если он до сих пор проявлялся как агрессор, так вот, по карте птицы я могу сказать, что теперь общение с ним будет развиваться совершенно в другом русле. Потому что Луна – это карта нежных отношений. Когда он как бы выйдет из-под влияния своей матери, может, или со своей бывшей, которая вот была с ним просто как вот с собакой жили. Да? И он теперь с вами. Он, кстати, готов к этому. Он всегда, когда с вами говорит, он хочет, чтобы было нежно, поскольку Луна и птицы рядом. Да? Когда он с вами говорит, он всегда хочет, чтобы было нежно, чтобы было ласково. Он понимает вас. Он понимает вашу душу, потому что Луна – это карта души. Если кто не знает, и у мужчин, и у женщин, кстати, одинаково. Но у него на пороге карта Луна, значит, он вам раскроет свою душу. И с ним у вас отношения улучшатся. Я сейчас буду добавлять карты. Еще у нас будет больше объяснения, то, что между вами будет. И потом буду делать по нижней линии. Нижняя линия будет полностью заполнена. Что будет дальше между вами? Да? Основной вопрос, который я задала картам при начале расклада. Карта звезды. Она четко и прямо говорит, что между вами в дальнейшем мечта будет исполняться. Очень сильно, девочки, касается тех, кто ищет себе мужчину по судьбе, или у вас уже есть отношения, вы его любите, и он вас любит. Посмотрите, дерево и звезды – это обе карты судьбы. Звезды – это карта счастливой судьбы. Там, где вы мечтаете. Вот вы, как вот эта фея, да, на камне сидите. Камень – это стабильность. Представьте себя на этой карте. И представьте себя, что вы голографически вошли в карту, вы сели на этот камень, и вы смотрите на звезды. Как раз вот по этой карте, это червовая масть, можно загадать любое желание. Любое желание загадайте, и оно у вас обязательно сбудется. Обратите внимание, можно загадывать желание касательно любви, потому что обе червовые масти на карте дерева и звезды. А также касательно финансов. В ваших отношениях с мужчиной финансы играют огромную роль. Птицы – это контакты, да, и не зря там бубновая масть. Ваш мужчина начнет хорошо зарабатывать, и у вас закончатся ссоры. У многих девочек ссоры из-за финансов, но мы не знаем этого. Потому что получается вот такой подклад, да, переклад или подклад. Когда мы ссоримся с человеком из-за того, что быт не устроен. Ну, например, он живет в одном доме, вы в другом, может у кого-то треугольник, может у кого-то разные работы, где плохой заработок, приходится много трудиться.
И теперь у вас лучше будут финансы, потому что звезды и птицы – это улучшение вашего материального положения. И любовное положение сразу будет лучше. Я еще добавлю карту, конечно, со стороны птиц, потому что мне нужно узнать именно, что он будет делать, да, с его стороны. Но там такие хорошие карты до сих пор вышли. Что будет дальше между вами, я спрашиваю. Для девочек, кто еще не имеет отношений, будут ли новые отношения? Для девочек, кто имеет отношения, будет ли он себя вести по-новому, так как он вам обещал и до сих пор не выполнил свое обещание? Девочки, карта ребенок. Вот что загадали, то и вышло, да? Просто мороз идет по коже, как карты предсказывают. Они очень живые, они очень энергичные. Я, когда их в руках держу, я чувствую, они все говорят, как симфония звучат. Ну, смотрите, я спросила, для девочек, кто не имеет еще отношений, какой мужчина на пороге? Вышла карта ребенок, новый мужчина. Ребенок – это новый, свежий мужчина. Ребенок смотрит на птицы, с которым будут контакты. Контакты приятные, от него будут подарки, там бубен, масть бубен на птицах. От него будут подарки, будет приятная встреча с ним. Ну, конечно, всадник – это встреча, да. Он напишет письмо, он скажет, что обожает, любит. И с ним у вас может сложиться прекрасная жизнь впереди, потому что звезды и дерево – это прекрасная жизнь впереди по судьбе. Но я хочу сказать, девочки, кто поссорился или качели в отношениях, смотрите на расклад, и вы поймете без моих слов. Я вообще могла бы помолчать, может, свою музыку рейки включить и все, да. Но я не буду так делать, конечно. Мне приятно с вами беседовать, но карты сами говорят, без меня даже, понимаете? Ведь они без слов с вами разговаривают. Главное взять карты, да, выложить для вас расклад, настроиться, все такое, и это задача предсказателя. А Ленорман, он понятный. Будет ли примирение? Девочки-птицы, конечно, будет. Ребенок, новое общение, солнце, он мечтает вас увидеть. Если были какие-то преграды, какие-то третьи лица задействованы, если были они, девочки, это все было надумано, кто-то вам хочет просто помешать и вас пугает. Никаких приворотов здесь не вижу, никакой порчи не вижу, никакого сглаза не вижу в этом раскладе, да, ни одной отрицательной карты. Да, была карта коса. Может быть, одна из всех вот этих, потому что коса, как и все другие карты, может многое означать. Сама по себе карта никогда не читается. Как вы заметили, карта коса, вот здесь вы видели, да, 10-я карта, она сейчас закрыта, но это 10-я карта. Она вышла в паре с картой дерева. Дерево – это ваш род, родовые корни, хранители рода. Что хранители рода говорят? Где-то, может быть, в роду был венец безбрачия по косе. Если у кого-то, у девочек не ладится личная жизнь, и вот такой шикарный мужчина, который показан, любящий, сердце, письмо, это вообще потрясающий расклад, понимающий женщину, луна, солнце, успешная личность. Если такой мужчина пока не вошел в вашу жизнь, или же ваш мужчина вот так пока не проявляется, расклад всегда показывает глубже, чем невооруженный взгляд может увидеть. Это означает, что этот мужчина, о котором вы спрашиваете, он такой, но он только такой внутри, наружу он пока еще такой не проявился. Я спрашиваю у расклада, а почему он такой еще не проявился? В чем суть? Почему пока вы плачете от него? Почему пока он вас расстраивает и вы грустите? Потому что я знаю, девочки некоторые грустят, кто смотрит. И я хочу сказать, что для большинства моих слушателей проиграется, что он проявится в таком замечательном ключе, что вы даже себе и не представляли, что он способен на такие поступки. Солнце и луна вместе, нежный и успешный. Сердце любит, а медведь страстно любит, да? Если он до сих пор так не проявлялся, карты же показали, что будет дальше между вами, вот это и будет успешная жизнь. У некоторых, очень многих проиграется, что он просто скажет, что я хочу, чтобы ты была моя жена, примешь ли ты мое предложение. У многих скажет, я хочу с тобой попробовать жить вместе, потому что у меня потенциально, я вижу нас как пару, давай попробуем. Если мы в быту друг к другу подойдем, нет проблем, сразу подаем заявление и женимся. Хочет попробовать с вами в быту жить.
Понимаете? У многих, кто был в таких сомнительных, непонятных отношениях, где мужчина никак свои дела не решил из прошлых жизней, из прошлых отношений, что-то там не закончил, он примет это действенное решение в пользу вас, поскольку Солнце говорит о том, что он наконец примет решение в вашу пользу. Наконец он все свои хвосты там, да, подправит, все уравновесит, и у вас будет дальше все хорошо. Я вижу только хорошее будущее. Коса показывает, скорее всего, что если этого пока не происходит, может быть, на вас есть какая-то порча родовая. Я не вижу порчу из теперешней жизни. Если у кого-то есть соперница, и где-то вам доложили, да, в кавычках доброжелатели, что она что-то, гадость какую-то делает за вашей спиной. Девочки, пусть она там что угодно, но видно по раскладу у нее ничего не получается. Потому что мужчина выбрал вас, он вас любит. Она все это, ну, знаете, собаки лает, караван идет, да. Я не вижу порчи, но я могу увидеть здесь родовую небольшую порчу по дереве и коса. Поэтому сейчас мы эту родовую порчу с вами будем убирать. Я сделаю ритуал в конце. Если кто-то чувствует родовую порчу, например, кто-то из моих слушательниц не может найти себе партнера достойного, ну никак не получается, да? Тогда коса и дерево, это означает, что где-то в роду кармический негатив задержался. Девочки, по карме, еще раз повторяюсь, эзотерика говорит, карму только ритуально. Я работник света, белой магии, очень легко убрать плохую карму. Не нужно вам ничего там исправлять свои ошибки, просто кайфуйте от жизни. Карма убирается плохая только ритуально. Смотрите, оставляю вам энергооберег, посмотрите на энергооберег, а потом будет еще ритуал в конце, задержитесь, кому нужен ритуал. Вообще бы сказала, что ритуал нужен всем, потому что если даже какой-то негатив вам кто-то посылает, вы чувствуете его на себе, ритуал уберет его. Но из всех карт только коса была сложная карта, и причем с деревом рядом. Так что я бы сказала, родовую карму нужно убрать. А здесь это энергооберег. Здесь можно сделать скриншот, этот энергооберег, исполнить все ваши мечтания, можно помечтать, сказать вслух мечту. Девочки, делаю видео в магический час, это золотой час, когда солнце уже село, но еще лучи идут вверх, да, поэтому свет здесь потрясающий, как вы видите, меняется все время свет, потому что магический час. Ритуал буду делать в магический час, золотой час. И это на исполнение желаний. Я все свои ритуалы делаю в магический час. Это раннее утро, когда солнце встает и лучи идут наверх. Или же это вечер, когда солнце уже закатилось и лучи солнца идут вверх. Это самое лучшее время для ритуалов. Только в магический час делаю ритуалы, поэтому мне пишут девочки, какие у вас цвета, все время меняются. Но это не я, это делает солнце. Потому что солнце, оно делает то, что оптимизм, он настраивает вас на то, что нужно выбрать картинку будущего, да, самую лучшую, и ваш мозг придумает, как это осуществить. Вам лишь только нужно выбрать картинку самую лучшую. И в магический час видно, что Творец раскрасил весь мир для нас цветными красками. Так что черные очки, девочки, не носим, серые очки не носим, носим разноцветные очки. Так вот, сердце говорит о любви, да, это энергооберег. Очищает ваше пространство, вашу одежду, ваши украшения, привлекает мужчину, примирение с мужчиной будет. Я просто зажгу свечу, а вы можете вместе со мной сказать на очищение, это первое, что я буду делать, а потом будет еще и родовое очищение. Итак, вместе с вами говорим, негатив весь отжигаю, себе счастье возвращаю. Вот смотрите на свечу, здесь можно сжечь негатив. Подумайте о том недоброжелателе, может это его бывшая, это ваш бывший. Часто мама негативит. Не зная этого, мама как бы якобы знает, что нам нужно, и она хочет изменить вашу судьбу. Это, конечно, грех, но она не понимает. Так что и тоже такой материнский негатив можно сжечь. Это завистники, это может братья, сестры, тети, дяди, это соседи, подружки, коллеги. Любой человек, кто может позавидовать вашим отношениям. Да, здесь вот убирайте это все. А теперь мы делаем, как я обещала, ритуал на освобождение от родовых травм. Это средняя свеча.
Это свеча, которая зажигается ангелом-хранителем отношений. Когда вы имеете отношения, у вас есть ангел-хранитель. Ангел-хранитель вашей любви. И от этой свечи идет сейчас ритуал. Мы зажигаем 2 свечи. Одну с вашей стороны в начале, значит, потом с его стороны. Он смотрит на сердце, а вы смотрите на кольцо. Это привлечение любимого, это примирение с любимым, это улучшение отношений, если вы давно живете вместе, у вас серые будни. Девочки, будни, если серые, это все, проблемы, да? Потому что будни не должны быть серыми. Когда будни, все хорошо, это самое оно. Это самое оно радостное, счастливая, длинная жизнь, сладкая. Вот. Так что теперь этот ритуал, он убирает весь негатив, именно родовой. Если вы чувствуете, что по роду мог перейти к вам негатив. Может быть, кто-то магичит, кто-то мешает вам. И здесь я скажу, что при просмотре этого видео вы освободитесь от любого негатива, который мог вам перейти по роду. Вы освободитесь от любых сущностей, бесов, от влияния демонов, от крадников, колдовства. Колдуны будут наказаны. Обратки будут даны Вселенной. Это не мы делаем. Мы защищаем от негатива и чистим. Вы освободитесь от любой магии, от всего, что мешает вам жить счастливо. И все, что находится в вашем внутреннем пространстве, и все, что находится вокруг вас, освобождается от любого негатива. При просмотре этого ритуала вы освобождаетесь навсегда от любых демонов, джиннов, бесов, крадников, сущностей. Уйдут любые лярвы. Вы освободитесь от любого негативного влияния, которое могло перейти к вам по роду или от других любых людей. Сейчас уходят все блоки, ваши чакры настраиваются. Настраивается ваш денежный канал. Денежный канал очень важен для того, чтобы быть счастливой, потому что когда в паре между партнерами есть средства, есть финансы хорошие, тогда жизнь благоустроенная, а благоустроенная жизнь – это всегда хорошие отношения. Поэтому этот ритуал, он тоже убирает блоки, финансовые блоки, и отжигает любой негатив. Поэтому вам можно вот сжечь на этих 3 свечах любой негатив. Скажите сейчас заговор вместе со мной, потому что 3 свечи, мы смотрим на эти свечи и говорим вместе. Троекратно, со свечами, негатив весь отжигаю. И огнем животворящим себе счастье возвращаю. То есть любой блок, который мог быть навязан по роду, то есть где-то в роду какой-то человек был несчастный, и он передал вам вот это, да, кармическая задолженность называется. Это не ваш долг, это другого человека по роду. Мы сейчас освобождаемся. Мы освобождаем эту личность, которая до вас жила, и она возвышается к Творцу. Вы освобождаетесь от кармического долга навсегда. Больше никогда вам никто не помешает. Вы свободно идете своей дорогой к счастью. Кому нужно, мужчину находит счастливые отношения. Кому нужно исправить отношения с мужчиной, отношения становятся очень гармоничные. Луна и Солнце – гармоничные отношения. Мужчина вас будет любить, обожать. И у вас с ним будет крепкий контракт, потому что вы смотрите на кольцо. Это крепкий контракт, обещание друг другу. Троекратно со свечами негативы весь отжигаю. И огнем животворящим себе счастье возвращаю. Можете продолжать говорить, можно поставить на паузу. Но желательно, чтобы видео шло, потому что тогда оно активное, когда оно идет. Троекратно со свечами негатив весь отжигаю. И огнем животворящим себе счастье возвращаю. Себе имеется в виду вы сами себе, да? А я благодарю Творца за исцеление меня и всех тех, кто меня слышит, от любого негатива. Возвращается энергия ваша, вы в своей силе, вы свободны, вы счастливы в отношениях и в финансах. Да будет так во веки вечные. Аминь. Девочки, кто поставит лайк, вы ставите лайк не мне, а высшим силам, потому что здесь высшие силы взаимодействовали с вами через эти карты, через эти свечи.
Поэтому я всегда радуюсь, когда есть лайк, это значит, что высшие силы имеют благодарение. Это главное самое, быть благодарным, да. А от себя лично я благодарю всех тех, кто имеет возможность финансово поддержать мою работу, поскольку я не разделяю свою энергию между личными и общими раскладами. Я делаю только работу для всех, поскольку знаю, что магия, она должна быть как в церкви, для всех доступна. У кого есть возможность, может отблагодарить, у кого нет возможности, тоже в равной степени может пользоваться. Поэтому благодарю от сердца всех спонсоров канала. Девочки и мальчики, кто не знает, я преподаю Ленорман. И Ленорман, многие мои успешные личности, мои студенты, ну, даже не скажу студенты, они студенты Ленорман, не мои студенты, пользуются моими уроками для того, чтобы себя реализовать. Да? Карты разговаривают с вами, помогают вам жить. А очень многие профессионально уже работают у меня студенты, так что обращайтесь, кому нужно, за уроками. Уроки можно получить только на моем официальном сайте. Сайт официальный, он как Amazon. Я плачу большие деньги в год, чтобы там было все надежно. Так что он надежный. Переход на сайт есть под каждым видео. Если ссылка не нажимается, можно набрать. Да, набрать kolinatarot.com. Но еще я скажу, что если вы зайдете на канал, о канале можно там нажать, кто говорит кликнуть, кто говорит кликнуть, вообще клик правильно, но неважно. Нажмите, и там будет переход на мой сайт. Кому нужно, найдет возможность, да, потому что тот, кому нужно, обязательно найдет возможность. Кто пишет, не могу попасть на ваш сайт, очевидно, ему время не пришло, что ли, туда попасть, да. Тому, кому нужно, обязательно найдет дорогу. А я хочу сказать, что вас всех обожаю, люблю. Вы для меня родная семья, моя родная эзотерическая семья. Поэтому подписывайтесь, здесь все для вас. Всегда разговор о вас, тет-а-тет. Можете нажать, когда вам нужна помощь или добрая беседа с другом. И я к вам приду. Приду эзотерически, виртуально. Кстати, виртуально это всегда... Теперь виртуально это уже на самом деле. Но смотрите, если у вас, например, в голове есть виртуальный мужчина с молодости, которого вы когда-то любили, а потом всю жизнь о нем думаете, вы скажите, разве это нереально? Вот это вам подтверждение, что виртуальная жизнь – это тоже реальная жизнь. Тем более сейчас, когда мы все в облаке, то есть мы все в интернете. Да? Пожалуйста, пользуйтесь моими видео. И такие расклады можно слушать, конечно, каждый день, потому что мои расклады, они всегда показывают лучший вариант вашего будущего. А то, что вы увидите и вам захочется, ваш мозг обязательно найдет возможность, как это претворить в жизнь. Так работает любая система человеческая. Да? Так что... А мысли и чувства мужчины меняются, понимаете, и ваши чувства меняются каждый день. Жизнь течет, все меняется. Поэтому каждый раз можно включить мое видео и проследить его мысли, его чувства, что будет дальше между вами, в какую сторону вам идти, в какую сторону он будет думать, да? Любит ли он вас, все можно просмотреть у меня. Я советую мои расклады смотреть столько, сколько в кайф, конечно, только когда хочется. Вот такая вещь. Я вас обожаю. Желаю всем счастья и будем видеться скоро.